Привет, друзья! Сегодня будем делать вкуснейшее, нежнейшее абрикосовое мороженое, абрикосовый сорбет с розмарином. Можно и без него, но с ним определенно вкуснее и оригинальнее. Поехали! Абрикосы хорошо промываем, делим на половинки и удаляем косточку. Противень застилаем фольгой, выкладываем половинки абрикосов. Сверху немного посыпаем сахаром, сбрызгиваем коньяком или другим ароматным алкоголем. Между абрикосами выкладываем веточки розмарина немного и отправляем в духовку. 200 градусов, 15, максимум 20 минут. После духовки даем полностью остыть, тем временем готовим сироп. В сотейнике смешиваем сахар с сиропом глюкозы, кукурузным сиропом или инвертным сиропом. Добавляем воду и немного кукурузного крахмала. Перемешиваем так, чтобы крахмал хорошо растворился. Ставим на средний огонь и доводим до полного растворения сахара. Кипятить ничего не нужно. Добавляем немного сливок или кокосового молока и, помешивая, прогреваем еще минуту-две. Снимаем с огня. Помещаем в сироп веточку или две розмарина, закрываем пленкой и оставляем сироп остывать и насыщаться розмариновым вкусом и ароматом. Остывшие абрикосы перекладываем в блендер. Туда же остывший сироп. Несколько свежих зеленых иголочек розмарина. И все это вжихаем до полной однородности. Пару минут. Готовую смесь перекладываем в какую-нибудь миску, накрываем пленкой до контакта и в холодильник на 3-4 часа. Замораживать мороженое можно в контейнере в морозилке, каждые 20 минут взбивая вилкой или погружным блендером. Или эффективнее воспользоваться мороженицей или специальной чашей для миксера. Замороженную смесь также в контейнер и можно в морозилку еще чуть-чуть подзастыть. В зависимости от того, насколько мягкое хотите получить мороженое. Храним в морозилке, но перед подачей перемещаем в холодильник минут на 20-30, чтобы оно отошло и стало мягче. Мороженое немного постояло в морозилке, но я совсем замораживать его не стал. Мне нравится, когда оно остается мягким. Я не люблю, когда оно совсем замороженное. Мне нравится, чтобы его можно было так прям слизывать. При этом, смотрите, оно не капает, не тает. Ну вот совсем переворачивать не буду рисковать. Держит хорошо форму, несмотря на то, что лето и дома достаточно тепло. У меня тут не как у снежной королевы. Оно не тает. Вот здесь. Чуть-чуть уже начинает течь, но уже минут 10 оно у меня здесь стоит, ждет своего момента. В общем, не тает оно благодаря правильно использованному сиропу, ну и правильной заморозке. Ну, первое, что отмечается, такое нежное. Сладость и кислинка абрикосов, вот там были все-таки у меня. Кисленькие, это классно, мне нравится. Это позволяет десерту оставаться таким свежим. Нотка розмарина. Если боитесь использовать, вообще не бойтесь. Он здесь прям совсем таким легким намеком. Очень хорошо сочетается с этой абрикосовой ноткой. Я не люблю очень сладкие сорбеты. Но если вдруг вам хочется, чтобы он был прям сладкий, можете добавить больше сахара, больше сиропа. Мне нравится и так, мне кажется, это прям вот идеальный вариант. Особенно если повезет и абрикосы у вас не будут сильно кислыми. Ну, даже если будут сильно кислыми, вы знаете, как теперь их, как это называется, увкуснить. Слушайте, я начинаю терять дар речи, поэтому скажу, что подробно этот и многие другие рецепты, в том числе многие другие рецепты мороженого, можно найти в блоге и здесь на канале в отдельном плейлисте. Все ссылочки всегда в описании под видео. Там же всегда список ингредиентов, там же под видео я жду ваши лайки. Обязательно пишите комментарии, я с удовольствием их читаю. С удовольствием всегда на них отвечаю, когда есть возможность. Рекомендуйте канал своим друзьям, делитесь видео, подписывайтесь, если вдруг этого еще не сделали, и жмите колокольчик. Ну, в общем, колокольчик жмите, чтобы получать уведомления о следующих видео. С вами был Саша, Cooking Time. Пока-пока.
насладились красотой. Киш, киш, киш. В сочетании с утренней свежестью. А у нас прекрасный кролик. Супер позитивное настроение. Артишоки. Лосол. Ну как вы поедете? Думай меньше, пей больше. Я типа ее толкаю назад. Это у нас гребешки. Кора ягненка. Кажется, мы 90 километров сегодня проехали.